Как вы могли догадаться из названия ролика, сегодня речь пойдет об уязвимости, которая до сих пор работает в Counter-Strike 2. Благодаря ей вы можете заменить любые файлы игры и использовать ее как легальный wallhack или же скинчейнджер. А главное, что вы спокойно можете заходить на официальные сервера и в соревновательный режим. И я вам покажу, как это делается. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hellstore выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, прежде чем устроить ад в соревновательных матчах, немного предыстории. Данная уязвимость на самом деле работает уже как полгода, если не больше. Разумеется, я о ней сообщал разработчикам через каналы, которые они всем любезно предоставили. Но на протяжении всего 2024 года, находя баги, я не получал никакого фидбэка. Понял, что разработчики понимают, видимо, один язык – общая демонстрация. И чем сильнее резонанс, тем быстрее мы получим фикс. Но для тех неравнодушных, кто считает это неправильным, и несмотря на то, что я обрисовал всю ситуацию, честно, так похуй на твое мнение. Похуй. короче, у вас по сути на руках почти безграничные возможности. Все зависит от вашего воображения. Вы можете заменить абсолютно любую модельку в игре или же текстуру, будь то персонаж или же оружие. Но всех, конечно же, интересует, как при помощи этого можно жульничать в соревновательном матче. А все просто. Допустим, на карте Dust 2 можно убрать двери на миду, либо совсем, или же сделать вот такой вот вариант, как у меня. К сожалению, полупрозрачные текстуры вам недоступны, так как игра попросту сделает весь предмет невидимым. Однако дырявыми или же в сеточку всегда пожалуйста. И вам не обязательно ограничиваться только дверьми на миду. Также это можно провернуть и с ящиками, где часто прячутся враги. Главное найти нужный материал в файлах, который за него отвечает, и заменить его. А самый главный прикол во всем этом, что скорее всего вас не забанит, так как сама система, да и разработчики не смогут определить, кто это проворачивал. Тем более, что патруля по сути нет. А так как вы скорее всего будете делать предметы индивидуально прозрачными, то и на демке будет выглядеть так, словно вы везунчик, который решил вдруг прострелить ящик или двери. И вам просто повезло, ведь удача на вашей стороне. Однако риски есть всегда, поэтому не советую пользоваться этим на основном аккаунте, потому что когда разработчики наконец-таки это увидят, то могут полететь рандомные баны и даже задеть тех, кто этим вообще не пользовался. Ну а теперь, пожалуй, расскажу, как же все это дело провернуть. Заранее скачайте файл, ссылку на который вы найдете в описании этого ролика. Ну а далее зайти в папку с игрой и выберите папку Game, в которой находится папка CSGO. Рядом с папкой CSGO создайте папку CSGO 2. В нее вам нужно скопировать все содержимое папки CSGO, кроме VPK файлов, где фигурирует наименование pack01. После этого откройте программой Source 2 Weaver файл VPK pack01dir, который находится в папке CSGO. И опять же, распакуйте все содержимое там в созданную вами папку CSGO 2. Ну а далее вам нужно мой файл pack01dir закинуть в вашу папку CSGO 2. Следом идем в папку bin,
Далее Win64 и приписываем к файлу VPK сигнатур двоечку. Ну и последним шагом это переименовываем папку CSGO как вам удобно. Можете назвать ее резерв, а уже созданной вами папки CSGO 2 уберите просто двоечку. Вот и все. Теперь вам доступны все файлы для изменения, и вы можете запустить игру через Steam, и у вас не должно возникнуть проблем зайти в соревновательный матч. И очень прошу прощения за такое разжевывание. Но поверьте, в комментарии все равно будут писать о том, что они не поняли, как нужно делать, или то, что у них ничего вовсе не получилось. Однако все на момент выпуска данного ролика работает. Если выйдет обновление с фиксом, то в названии ролика появится приписка пофикшена. Кстати, чуть не забыл. Даже если вышло обновление, в котором это не пофиксили, вам все равно придется заново проделывать все то, что я описывал ранее. Ну а также я добавил подробную инструкцию и в сам файл, который находится под роликом. И пример, как сделать ворота на Dust 2 дырявыми. И опять же для уточнения, это работает со всеми картами. И пожалуйста, постарайтесь данный ролик максимально распространить. Ну а мы будем чилить и наблюдать за происходящим цирком в соревновательных матчах. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!